Это видеоканал «Здоровье и питание». Меня зовут Юнова Натали. Я рада всех приветствовать на своем канале. Не забудь подписаться на мой канал для того, чтобы не пропускать последние новости про здоровье, а также новые диетические рецепты. Каждую осень я собираю ягоды шиповника, затем сушу их в духовке, а потом всю зиму моя семья пьет полезный и вкусный чай. Сейчас я вам расскажу про полезные свойства шиповника, от чего он помогает, а затем расскажу, как его правильно заваривать. Итак, слушайте и запоминайте полезные свойства. Ягоды шиповника состоят из следующего набора веществ. Первое. Витамины группы В, тиамин, рибофлавин, фолиевая кислота. Витамины ПП, флавониды. Витамин Е, витамин А, дубильные вещества, танины, кальций, калий, магний, фтор, хром, железо, марганец, цинк, медь, водорастворимая клетчатка, пектины и яблочная и лимонная кислота. Ну а витамина С в ягодах шиповника содержится до 14%. Для сравнения, это вдвое больше, чем содержание аскорбиновой кислоты в плодах смородины. Как вы видите, шиповник – это целая кладезь витаминов, целая азбука. Польза шиповника неоценима, и сейчас я вам расскажу, от каких заболеваний он помогает. Простуда, грипп и ОРВИ. За счет высокого содержания витамина С ягоды шиповника оказывают подавляющее действие на болезнетворные бактерии и вирусы. Питье на основе шиповника оказывает противовоспалительное действие, способствует обезболиванию и подавлению жара. Этот напиток помогает разжижать мокроту, лечит кашель, насморк, а также избавляет от ломоты в суставах. Гипертония и болезнь сосудов. Плоды шиповника хороши для лечения гипертензии. Они оказывают диуретическое действие и помогают снизить давление. Часто гипертоникам рекомендуют пить настои или отвары на основе шиповника. Кроме гипотензивного действия, этот продукт способствует укреплению сосудов и улучшению кровообращения. Также рекомендуют шиповник при заболеваниях крови. Шиповник помогает наладить процесс кроветворения. Плоды этого растения прописывают при анемии, повышенном холестерине и прочих вариантах проблем. Регулярный прием средств на основе плодов шиповника помогает восстановить формулу крови и значительно снизить риск развития серьезных патологических состояний. Отлично принимать шиповник для иммунитета. Шиповник часто прописывают людям с хронической усталостью, после длительной болезни и при иммуносупрессивных состояниях. Плоды шиповника помогают восстановиться, способствуют становлению иммунной системы. Шиповник также принимают при болезни суставов и хрящевых тканей. Витаминный комплекс, содержащийся в плодах шиповника, крайне полезен для лечения суставов и хрящевых тканей. Например, при артритах, артрозах и прочих заболеваниях костной системы. Шиповник рекомендуется в составе комплексного восстановительного лечения. Гастроэнтерология. Для лечения гастрита, язвенной болезни желудка, кишечника и двенадцатиперстной кишки используется масло шиповника. Этот продукт заживляет язвы, способствует подавлению агрессивной бактериальной флоры, за счет него ускоряется процесс регенерации тканей. Почки, мочевыделительная система. Шиповник помогает улучшить функцию почек и мочевыделительной системы в целом. Многие инфекционные заболевания указанного отдела можно подлечить, используя средства на основе этого растения. Шиповник способствует выведению лишней жидкости из организма, устраняет отеки и предупреждает застойные процессы. Ну и, конечно же, мы с вами поговорим, кому противопоказан шиповник, при каких заболеваниях. Нельзя или нежелательно использовать шиповник в следующих ситуациях. Это индивидуальная непереносимость продукта витамина С, высокая кислотность желудка, тромбоз глубоких сосудов, склонность к тромбообразованию, острый воспалительный период заболеваний почек и мочевыводящих путей. Также запрещен шиповник при некоторых патологиях печени и желчевыводящих путей, гипотензия или нестабильность артериального давления, миокардит и другие заболевания миокарда, а также шиповник запрещается давать малышам до 2 лет. Ну а теперь я вам расскажу, как правильно заваривать шиповник, то есть делать отвар шиповника. Для этого нам с вами понадобится шиповник 70 грамм, вода 1 литр. Также на свое усмотрение по вкусу можете добавить сахар либо мед. Подготавливаем все ингредиенты, также нам с вами понадобится ступка, банка либо термос. Шиповник переберите, иногда в процессе длительного хранения ягоды портятся.
Готовые плоды шиповника необходимо растолочь в ступке. Полученную смесь выложите в банку либо термос, залейте кипятком, закрутите плотно крышкой и укутайте в полотенце. Оставьте на 2 часа настаиваться. Этого времени уже достаточно благодаря измельченным плодам. Далее необходимо сложить марлю в 4-5 слоев, процедить отвар. В отвар можете по вкусу добавить сахар, либо мед, корицу, либо добавить еще лимона. Ароматный божественный эликсир здоровья готов. Наслаждайтесь и не болейте. Это был видеоканал «Здоровье и питание». С вами, как всегда, была Юнова Натали. Если понравился этот рецепт, поддержи мой канал, прокомментируй, ставь лайки. И не забудь подписаться на мой канал для того, чтобы не пропускать последние новости про здоровье, а также новые диетические рецепты. А я с вами прощаюсь. Спасибо за просмотр. До новых встреч и пока-пока.